Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, у нас в объективе не просто мода. В череде шумных показов на неделе моды в Нью-Йорке презентация бренда Ulla Johnson не выглядит как тикток-ярмарка тщеславия. Нет, это позолоченное прощание. Оно будто согревает сердце и одновременно заставляет ежиться от легкой грусти. Здесь каждый образ звучит как ритуал памяти, а каждый наряд будто отпечатан с гравюр прошлого. Ведь коллекция осень-зима 2025-2026 совсем не о трендах. Она о свете и времени, которые превратили в ткань. Шелк, тюль, шерсть, трикотаж, твид с золотым отливом напоминают зыбкие отражения на воде. Они готовы реагировать на малейшие колебания воздуха, а каждое движение тела превратить в хореографию. Свою новую модную линейку Ulla Johnson посвящает матери, археологу, кочевнице, художнику. Дизайнер вспоминает о маме с любовью и теплотой, о том, как она занималась реставрацией старинных икон, слой за слоем наносила на них сусальное золото, добиваясь нужного блеска. И вот теперь дочь делает то же самое, только не на доске, а на ткани. И знаете, меня это тронуло. В юности мы все почему-то боимся быть похожими на родителей, а в 50 вдруг понимаем, что именно этого нам порой так не хватает. Коллекция Ulla Johnson о личном. Она для нас, для всех, кто провожал, кто научился любить в потере. Кто, как и я, каждый раз примеряя одежду, слышит голос родного человека. «Доченька, а это не слишком смело и ярко?» Нет, мам, не слишком. Это ровно столько, сколько надо, чтобы жить дальше. Вечность в мимолетности. Таковой стала главная тема показа, которую очень точно поддержал сет-дизайн модного шоу, где для оформления пространства установили бронзовую скульптуру цветов, как символ застывшего прекрасного мгновения жизни в каждой детали, в каждом хрупком, дрожащем на ветру лепестке. Эту идею неповторимости и желание сохранить частички прошлого в настоящем дизайнер постаралась передать через одежду. К примеру, через пальто из войлочной шерсти, у которого нет заранее продуманных узоров. В производстве уникальных моделей принимала участие голландская художница по текстилю. Она вручную валяла панели из натурально окрашенной ткани для создания пестрой по рисунку текстуры. Вещи словно впитали душевное тепло и заботу рук мастера. В гардеробе от Ulla Johnson они хорошо сочетаются с технологичными тканями, тончайшей ламинированной органзой, полупрозрачным шелком и глянцевыми поверхностями с эффектом мокрого блеска. Металлические нити вышивки, словно рисунок древесной коры или трещины на старинной керамике. В образах чувствуешь и воздушность, и строгую логику силуэта. Здесь кожа либо деним могут запросто быть мягкими и пластичными, а объемные шубы обнимают деликатно и мягко. Банты, рюши, плиссе, плюс россыпь кристаллов и авторские золотые украшения не превращают одежду в кукольные наряды. Это скорее богемная роскошь. Цветовая гамма коллекции настроена на одной волне с нашим внутренним голосом. Не палитра, а психотерапия. Охра, дымчатый шалфей, тусклая бронза, вкрапления фиалки, графита и молочной пыли. Даже золото здесь не акцент, а благородная тень. И все это на контрасте с огромными винтажными окнами и серыми балками индустриального лофта одной из высоток Манхэттена, где брутальную атмосферу из стекла и бетона дизайнер сумела наполнить теплыми воспоминаниями с тонким золотым ароматом. На мой взгляд, новая осенне-зимняя коллекция бренда получилась достойная, искренняя, открытая, настоящая, женственная. Абсолютно не затертая, не избитая, не перегруженная отсылками к ретро, вывернутыми наизнанку. Она такая же обворожительная, как улыбка дизайнера, которую Ulla Johnson от души подарила зрителям под финальные аплодисменты. Приятного просмотра, мои дорогие! Спасибо огромное за поддержку, за ваши лайки и комментарии. Всем красоты и совершенства! Хорошего дня, позитива и по нашей доброй традиции только теплого, солнечного настроения!